Добрый день, дорогие белорусы! В этом видео я хочу рассказать о том, чего мы добились за время трехдневного рабочего визита в США на прошлой неделе. Повод для визита был печальным – прощание с Мадлен Олбрайт, бывшим госсекретарем США. И в то же время это дало возможность встретиться с важными политиками, организациями, инициативами и медиа, чтобы еще раз напомнить о Беларуси, рассказать о том, что происходит в нашей стране, и пролоббировать интересы белорусов. За 3 дня мы встретились с множеством очень важных и влиятельных людей. Эти люди оказывают влияние на политику США, и все они на стороне белорусов. На этих встречах я рассказывала о том, что режим Лукашенко является соучастником военной агрессии России против Украины. Мы привезли документы, подтверждающие эти слова. А еще информацию о лазейках, фирмах и странах, которые режим использует для обхода санкций. Благодаря этому есть вероятность того, что активы пособников режима и даже валютные резервы Нацбанка будут заморожены до проведения новых честных выборов. Все это позволит усилить давление на режим, который уже давно не намекает, а открытым текстом просит США и Европу прекратить давление и вернуть все как было. Просто перевернуть страницу и забыть. Но дело не только в давлении. Из этого визита мы вернулись с другими хорошими новостями для белорусов. Мы договорились на конкретную поддержку. Белорусские СМИ и организации, например, смогут рассчитывать на помощь в виде программного обеспечения, техники, компьютеров, аренду офисов, средств на продвижение независимых медиа, которое необходимо после разрушения наших СМИ в Беларуси. Еще одна важная новость. Для того, чтобы эффективно противостоять пропаганде двух режимов, появится рабочая группа, постоянный канал коммуникации демократических сил с технологическими гигантами Microsoft, Google и другими. Рабочая группа будет состоять из независимых экспертов в сфере технологий, также блогеров и представителей СМИ, чтобы можно было решить вопрос с доступом к сервисам или заблокировать режимную пропаганду, такую как признательное видео Губопика. Разыграть карту переговорщика у режима не выйдет. США будут настаивать на привлечении к ответственности Лукашенко и его пособников в рамках международных институтов и судов. Суд за репрессии против белорусов и соучастие в военных преступлениях против Украины. В апреле уже прошла первая консультативная встреча с участием международных юристов, адвокатов и следователей по этому делу. Все эти шаги позволяют нам не только отправлять режим в глубокую изоляцию, но и налаживать связи для новой Беларуси, готовить Беларусь к заслуженному будущему, свободному, безопасному и благополучному. И мы не остановимся, пока это будущее не станет нашим настоящим.